Добрый день, Александра Брусникина, тренинговый центр Big Realty. Сегодня у нас в гостях Роман Храпов. Рада вам его представить. Роман, как дела, как добрались? Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте. Александра, добрался хорошо. Отлично. Роман, первый вопрос из наших 5. Подскажите, пожалуйста, как вам удается совмещать все-таки работу на московском рынке недвижимости, а живете, насколько нам известно, вы в Литве. Откройте секрет. Да, я на самом деле действительно большую часть времени провожу в Литве, но при этом, безусловно, у меня здесь есть агенты, которые непосредственно ведут сделки. Все, что я делаю, это я работаю с клиентами, и несу всю материальную, моральную ответственность перед клиентом за работу, в том числе и его. Подскажите, пожалуйста, в чем лично ваши ключевые отличия в работе? В работе именно по части продажи недвижимости, конечно. У меня нет другой работы, поэтому только продажа недвижимости. И здесь достаточно самых главных 3. Первое, я всегда работаю по эксклюзивам. То есть я никогда не работаю с клиентами, как бы они не были для меня родные, близкие, очень знакомые, хорошие друзья, товарищи или постоянные клиенты. Все равно мы работаем только по договору, только по эксклюзивному договору, естественно. Второе, я несу в том числе и материальную ответственность за результат, который хочет получить от меня клиент, и на который я тоже был согласен, подписав с ним эксклюзивный договор. Ну и третье, может быть, одно из самых необычных, все мои клиенты до того, как начать со мной работать, вносят мне предоплату за мои услуги в размере 30% от суммы комиссии. Отлично. Вот скажите, пожалуйста, все-таки работа риэлтора, и очень часто ходят такие слухи, что риэлторы очень ненадежные люди. Как заслужить это доверие риэлтору? В чем этот ключ? Надежных людей в любой профессии хватает. Просто, когда мы говорим о риэлторах, то здесь на кону, как правило, у наших с вами клиентов один из самых главных активов – это квартира. Именно поэтому к риэлторам определяется повышенные, если так можно выразить, требования по надежности. Соответственно, заслужить доверие можно только одним способом – это давать тот результат, который нужен клиенту, в те сроки, со всеми остальными параметрами, которые нужны клиенту. И, естественно, при этом ни в коем случае не обманывать клиента, при этом здесь речь идет о каком-то грандиозном обмане, но и в том числе в мелочах. И отсюда вытекает самое главное, пожалуй, всегда отстаивать интересы клиента в сделке. Даже если они порой не всегда могут сочетаться с интересами своими, с интересами риэлтора, но когда клиент видит такую высокую лояльность риэлтора, то доверие к нему резко возрастает. Хорошо, тогда еще такой один момент. Вы практикующий риэлтор, но вы еще работаете и тренером. Где больше нравится? Работать тренером — это, наверное, больше такое в удовольствие, нежели чем это прям такая вот работа. А где больше нравится, на самом деле, мне сейчас больше уже нравится выезжать в разные города и общаться с риэлторами, в том числе и через тренинги, через мастер-классы и так далее, потому что прекрасно все знают, что если ты в одном городе работаешь 20 лет в одной и той же сфере, то мало что меняется, кроме каких-то кардинальных изменений, будь то в экономике, либо в наших законах, которые меняют твою деятельность. Когда я уезжаю в Россию, в города, в другие, даже на Украину выезжал до известных событий, там совершенно все по-другому. Там совершенно другой мир, хотя название профессии то же самое, риэлторство, и клиенты вроде бы у них те же самые вопросы и проблемы, но способы взаимодействия между клиентами, риэлторами и государственными органами, они порой приобретают очень интересный и, прямо скажем, иногда чудесный характер, в кавычках, и для Москвы это, наверное, очень, это не то, что необычно, это совсем может быть маловероятно, а для того региона это вполне обычно. Это очень интересно. У нас скоро предстоит наше совместное мероприятие, и оно, естественно, будет освещать именно роль эксклюзива в работе риэлтора. Все-таки приоткройте небольшую тайну. Как же все-таки его достаточно качественно и быстро заключаете? Насчет качественного, это понятно, что ты либо заключил это качественно, либо не заключил это некачественно. Здесь самый главный параметр, пожалуй, один из моих, скажем так, принципов, которые я буду подробно разбирать на мастер-классе, посвященном эксклюзивным договорам, это так называемая консультационная продажа.
То есть это продажа, когда вы продаете, прежде чем продать эксклюзивный договор, нужно продать, во-первых, себя как профессионала, себя как эксперта, да, продать свое агентство недвижимости, в котором вы работаете, и таким образом еще усилить свое восприятие клиента, да, свое восприятие клиента. Ну и, соответственно, далее уже идет продажа договора и всех условий этого договора. И один из главных секретов — никогда не отступать от своих правил игры. То есть если есть у вас правила, как клиенты должны с вами работать, значит, эти клиенты должны соблюдать эти правила. Потому что если человек не соблюдает правила, скорее всего, вы не сможете дать тот результат, за которым к вам пришел, а значит, скорее всего, это не ваш клиент. Все очень просто. Спасибо большое. Да, спасибо вам за приглашение. Да, спасибо большое. Будем рады вас видеть у нас. Обязательно. Спасибо.